Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание коридору затмений, который начнется 30 апреля. И вы знаете, этот коридор затмений изменит жизни людей, при этом очень кардинально. Поэтому мы рекомендуем всем подготовиться к этому коридору затмений и в этом видео дадим определенные рекомендации, советы, а также скажем о знаках зодиака, которым стоит особое внимание обратить на это астрологическое явление. Итак, друзья, 30 апреля у нас с вами начинается коридор затмений, который продлится до 16 мая. При этом в этот день затмения тень от Луны закроет Солнце. Конечно же, каждое затмение обладает своим характером. И в этом сезоне у нас с вами будут два затмения. Первое затмение у нас 30 апреля нас ожидает, это солнечное затмение, и 16 мая лунное затмение. Обращаем ваше внимание, что оба затмения 30 апреля и 16 мая пройдут по оси знаков Телец-Скорпион. Эту ось называют финансовой или осью ресурсов, поэтому сейчас во время коридора затмений на первое место выйдут темы здоровья, имущества, денег, каких-то материальных вопросов. И начинает сезон у нас с вами частное солнечное затмение 30 апреля. Точное время частного солнечного затмения в 23 часа 28 минут по московскому времени. Длительность затмения будет 3 часа до и 3 часа после. Точка затмения – это Солнце и Луна соединятся в 11 градусе Тельца. Как мы уже сказали, это затмение солнечное, и именно это затмение будет влиять на способность людей мыслить трезво, разумно и мудро. И каждый из нас в это время будет ошибаться намного чаще, чем обычно. Поэтому любые важные решения, которые могут повлиять на вашу судьбу, лучше отложить аж до периода после 4 июня. Каких это касается важных решений в вашей жизни? Во-первых, это касается финансовых операций, покупок каких-то крупных, это кредитов, долгов, также больших каких-то расходов, инвестиций. Далее, если мы с вами говорим о работе, здесь мы имеем в виду, если вы решили, например, менять свое место работы. Если это единственная работа, то знайте, что до конца января 2023 года, возможно, вам не предоставится шанс найти нормальную работу. Далее здесь, именно в этом солнечном затмении, будет уделяться внимание бракам и разводам. И сейчас принятое решение о разводе уже не будет иметь обратной силы. Так что если есть сомнения или мысль, что если вы передумаете, потом сможете вернуться, нет, не сможете. Браки, предложения, заявления, поданные в ЗАГС, знаете, не будут вести к счастливым бракам и быстро будут заканчиваться. Есть наблюдение, что даже такой вот брак и не продержится и 1 года. Не надо принимать решение о том, чтобы взять заботу о ком-то, родителей в возрасте, приемные дети, потому что все может пойти не по плану или ограничит вашу свободу при этом на долгое время, до 2 ориентировочно лет. Также не стоит принимать решения о переездах, о смене места жительства, потому что, например, если у вас все складывается само и вам предложили работу, есть где жить, то это может быть, конечно же, быть прекрасно и удачно. Но если вы еще недавно не думали об этом, а сейчас вот при сию секунду в коридор затмений принимаете такое решение, то знаете, вот таким образом вы можете испортить себе судьбу на долгие годы.
Далее, не стоит регистрировать бизнес, компании, если выбора нет, а обстоятельства заставляют это сделать именно сейчас, в сию минуту, в этот промежуток времени, значит такая судьба. Если выбор есть, отложите вопрос на июнь, после 4 июня, это как минимум. И вот эти рекомендации, друзья, которые мы вам только что озвучили, это на период с 30 апреля по 16 мая, и где-то считайте плюс-минус 3 дня. Также в это время будет еще и проявляться влияние Сатурна на нас всех. Поэтому мы будем готовиться к повышенной работоспособности. Много будет рутины, но знаете, что терпение и труд все перетрут. Поэтому в этот период также развивайте гибкость, при этом как своего тела, так и мышления. Также у нас с вами еще и затмение в соединении с Ураном, а это нам говорит о уровне непредсказуемости и стремительности перемен, при этом самый максимальный. И запомните, в этот период о стабильности и какой-то устойчивости просто можете забыть. Но у вот этого затмения, солнечного затмения, которое произойдет 30 апреля, на редкость благоприятная карта. Можно ожидать и пусть и непростых, но позитивных изменений, решений, поворотов. То есть ни с того ни с сего могут происходить какие-то изменения, которые от вас не зависят, при этом именно в лучшую сторону. Поэтому также обращайте на это особое влияние. На кого повлияет это затмение? Вы знаете, любое вообще затмение, оно всегда приносит перемены, оно приносит беспокойство, какие-то неприятности, особенно на те территории, зоны, где это затмение мы можем наблюдать. Кстати, это затмение будет видно в Чили, в Аргентине, в Перу, немного в Боливии, частично в Парагвае, Уругвай, Бразилия и немного акватории Тихого океана. Также обращаем ваше внимание, что это затмение благотворно будет влиять на тех, чья деятельность будет связана с искусством. И вы знаете, в этот период, вот в коридор этих затмений, будет проявляться вот неуемность в тратах, в еде. И будут, знаете, вот крупные покупки и быстрый набор веса. Это то, что легко вы можете получить в эти дни. Также обращаем ваше внимание, что сам по себе коридор затмений, если вы не подготовлены, он может быть и опасен. Почему? Дело в том, что это еще и время, когда приходит понимание циклов в судьбах людей, и под прицелом будут находиться тельцы, скорпионы, львы и водолеи. И очень важно, вот именно в такие вот периоды астрологические, когда явления такие происходят, очень важно, чтобы мы с вами обратили особое внимание к смыслу существования на Земле. При этом это вопрос каждому человеку. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 30 еще апреля пройдет Вальпургиева, или по-другому ее называют Ведьмина ночь. И мы хотим, чтобы вы понимали масштаб вот этого всего происходящего. Поэтому может быть немного мистики. Также ни в коем случае не отправляйтесь в это время в дорогу и не старайтесь решать никаких важных дел. Конечно же, каких-то сильных изменений в атмосфере и в биосфере не будет. Но вы должны понимать, что любое затмение, оно всегда усиливает как хорошие, так и плохие качества людей. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 30 апреля произойдет у нас еще и новолуние, которое зафиксируется на энергии Урана. И из-за этого у людей будут проблемы открываться совершенно с другой стороны. При этом очень внимательно наблюдайте за окружающими вас людьми и теми возможностями, которые будут появляться у вас, потому что Уран — это планета непредсказуемости и нестандартных решений. Также обращаем ваше внимание, что в этот период, в период коридора затмений, многих людей будут и потери, и будет радость, польза, поэтому все зависит от вашего восприятия
восприятие и как вы хотите дальше двигаться. Если вы настроены по отношению к миру агрессивно, несмотря на то, что происходит в мире, вы вините без разницы кого, то в таком случае у вас будут возникать только еще большие проблемы, потому что вы, значит, не усвоили уроки. Поэтому, пожалуйста, в этот период будьте как киборг. Вас ничего не должно интересовать, кроме вас самих, вашей семьи, ваших близких, ваших отдыхов, путешествий, каких-то планов и так далее. Весь внешний мир, он есть, но не ставьте его в первую свою задачу. Это очень важно. Но хотим еще уделить внимание знакам зодиака, которые могут столкнуться с определенными проблемами именно в коридор затмений. Давайте поговорим, кто кого затронет именно коридор затмения. Первое — это овны. Уважаемые овны, в коридор затмения, это с 30 по 16 мая, уделите особое внимание своим финансам. Кстати, хорошее и время для того, чтобы подумать об альтернативных источниках дохода. Но не стоит делать рискованных вложений и играть на бирже. А вот близнецы во время затмения могут столкнуться с тем, что все тайно станет явным. И порой это будет болезненный процесс, потому что не все готовы, к сожалению, слышать правду. Близнецы — это про вас. Весы. Уважаемые весы, соблюдайте, пожалуйста, осторожность, потому что для вас это именно период повышенной травмоопасности и, к сожалению, может принести экстремальные моменты в дороге и при занятии спортом. А вот скорпионам этот период может даться нелегко. Все психологические травмы прошлого могут напомнить о себе, и может наступить момент эмоционального кризиса. Если мы говорим о стрельцах, то, уважаемые стрельцы, вам нужно позаботиться о своем здоровье, потому что ваши многочисленные болячки могут просто напомнить о себе. И во время затмения, и в период ауры затмения, это 7 дней до и после этой даты, лучше, уважаемые стрельцы, не назначайте никаких операций, если это, конечно, возможно. Далее еще мы хотим уделить внимание козерогам. Уважаемые козероги, у вас может наступить кризис в общении с детьми, а для творческих представителей этого знака зодиака ожидаются муки творчества, когда вам созданное будет казаться несовершенным и требующим доработки. Друзья, это основные знаки зодиака, которые столкнутся в той или иной сфере с определенными проблемами, нюансами. Поэтому, когда вы знаете об этом, вы знаете, как вы можете решить, или, знаете, где нужно подложить соломинку. Всем остальным знакам зодиака, если вы не услышали себя в этом списке, значит, в основном пройдет все более-менее нормально. Но все равно будьте осторожны, не расслабляйтесь и обязательно будьте только на позитивной волне. Это очень важно в этот период времени. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также, друзья, прямо сейчас подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео, потому что на телеграм-канале очень много полезной информации. Также, друзья, обязательно поделитесь этим видео, кому вы считаете, что это видео будет полезным, нужным и интересным. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте только то видео, которое вам интуитивно интереснее. Там подсказки от высших сил для вас. Поэтому, если вы нажали именно то или иное видео, значит, для вас очень важная, ценная информация. Возможно, будет буквально одно предложение, а может быть целое видео. Все зависит только от вас, готовы ли вы принимать новую информацию и менять себя и то окружение, которое окружает вас. Друзья, мы всем желаем мира, любви, гармонии и услышимся уже буквально в следующем видео.